Когда-то у кошки по имени Луна был самый спокойный и счастливый дом. Она жила с Андреем в небольшой квартире на 5-м этаже. Он нашел ее возле подъезда в холодный осенний вечер. Кошка была маленькой, испуганной и почти не умела доверять людям. Но Андрей завернул ее в свою куртку и сказал: «Теперь ты дома». С тех пор они почти всегда были вместе. Андрей работал за ноутбуком у окна, а Луна любила сидеть рядом и смотреть на движущиеся картинки на экране. Иногда она клала лапу на клавиатуру, и хозяин смеялся. «Опять решила помочь мне работать», — говорил он. Каждый вечер Андрей включал ноутбук, пил чай и разговаривал с Луной как с настоящим другом. Он рассказывал ей о своем дне, хотя прекрасно понимал, что кошка не понимает слов. Но она понимала его голос. Однажды утром Андрей ушел из дома и больше не вернулся. В тот день Луна долго сидела у двери. Она слышала шаги в подъезде и каждый раз поднимала голову, надеясь услышать знакомый звук ключей, но дверь открывали другие люди. Через несколько дней пришла сестра Андрея. Она говорила тихо и плакала. Луна спряталась под диваном, но услышала имя хозяина и почувствовала, что что-то изменилось. Андрей погиб в аварии. Кошка не понимала, что значит это слово. Она не знала, почему человек может исчезнуть навсегда. Она просто знала, что его запах остался на одежде, его кресло все еще стояло у окна, а его голос больше не звучал. Сестра Андрея забрала вещи, но оставила Луне старый ноутбук. Она думала, что он больше никому не нужен. Однажды вечером ноутбук случайно включился. На экране появилось видео. Луна услышала голос Андрея и сразу подошла ближе. На записи он сидел перед камерой и улыбался. На его руках была маленькая Луна, еще котенок. «Вот моя красавица. Опять пытаешься попасть в кадр?» — говорил он. Кошка замерла перед экраном. Она смотрела на человека, которого больше не было рядом, и тихо мяукнула. Видео закончилось, но Луна осталась сидеть перед ноутбуком. Она ждала, что Андрей снова появится. С этого дня каждый вечер она приходила к нему. Иногда экран оставался черным, иногда открывались старые фотографии. Луна смотрела на них часами, будто пыталась понять, почему хозяин есть там. Но его нет в комнате. Прошли месяцы. Кошка стала старше. Она больше не бегала к двери от каждого звука, но все еще спала на кресле Андрея. Однажды утром ее нашли возле ноутбука. Она лежала рядом с ним, как раньше лежала рядом с хозяином во время его работы. На экране была последняя открытая фотография. Андрей держал Луну на руках и улыбался. Кошки не умеют говорить о потере. Они не могут спросить, куда ушел любимый человек и почему он не возвращается. Но Луна каждый день смотрела в ноутбук не потому, что ждала видео. Она смотрела туда, потому что там оставалась единственная часть Андрея, которая все еще могла посмотреть на нее в ответ.